сын 12 лет, часто бывают боли без причины в коленке, на стопе, пятке, где седалищный нерв, и через несколько дней проходит. Что это и как полечить? С седалищным нервом смазывайте мазью габаной, также принимайте препарат вертебралис. Потянуло седалищный нерв. Сильное потение, кондиционер тому причина. Не могу никак вылечить. Уже почти 3 месяца я мучаюсь. Кололи уколы и были капельницы. Не помогло. Вся правая нога немеет и млеет. Помогите, пожалуйста. Необходимо знать, что обязательно необходимо сидеть на аппликаторе Кузнецова. Вот так садитесь на аппликатор и прямо этот аппликатор, на нем вот так катайте, чтобы было очень больно. Второе, обязательно вокруг пояса одеть корсет и фиксировать этим корсетом позвоночник в поясничном отделе на протяжении не менее 10 дней. Третье, обязательно обматывать поясницу шерстяной, желательно из козьей шерсти, можно из собачьей или еще какой-либо шерсти, шарфиком, так чтобы все время было нагрето это место. Также на место, там где есть воспаление седалищного нерва, грушевидной мышцы, необходимо сделать сеточку из йода. Дальше третье, седалищный нерв, как ни странно, его необходимо вылеживать. Именно поэтому постельный режим, как ни странно, будет для вас очень полезным. Сейчас очень часто говорят о том, что воспаление седалищного нерва, его необходимо убирать, выполняя определенные физические упражнения. Я не приверженец этого, могу сказать, что, по моему мнению, более лучший эффект окажет вам бездействие, и не нужно выполнять никаких процедур таких активных в виде физических упражнений. Из наших препаратов очень поможет мазь габана, также поможет мазь вертебралис, можно их между собой смешать, также пропить курс СТ-нервы и вертебралис. Также в дальнейшем обязательно пропейте курс такой, называется он канцерамидин, и по 1 чайной ложке 2 раза в день, и препарат Бактамакс с высоким количеством нитрата витамина С. Тот момент, когда у человека появляется язвенное заболевание или появляются вот такие илииты, гастриты, дуодениты, то это всегда практически у женщин связано с высоким количеством эстрадиола. И в этот момент женщине необходимо ограничивать себя от думания о мужчинах, о том, чтобы там замуж выйти, или там более активно начать, если есть возможность, интимную жизнь, или не думать об этом. Со своей стороны я бы советовал вам начать принимать гормонорм по 1 таблетке 3 раза в день. На второе место я бы хотел поставить препарат «Здоровый желудок» по 1 таблетке 3 раза в день. Препарат каолин и антитокс по 1 чайной ложке на 1 литр воды принимать, взбалтывая такую воду, по 1 стакану 2 или даже 3 раза в день. Применять щелочную воду боржоми или там миргородскую по 1 стаканчику там на протяжении дня. Принимать сирантал. Также принимать железняк препарат и гастронорм по 2 таблетки 3 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за все. На 2 пальцах отходят ногти, частично видно было травма или что-то еще, но это не грибок, сказал мастер. Скорее всего, это связано с тем, что у вас артериосклероз нижних конечностей. Что необходимо делать? Очень рекомендую использовать, залить в таз холодной воды и вот так маршировать, плюхаться в этой воде стоя. Делать это по 10 минут, 2 или даже 1-2 раза в день. Делать это необходимо не менее 30-40 дней, ни в коем случае нельзя пропускать. Принимайте при этом препарат рутин легкохода, артериосклеропатин и принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Можно медицинский препарат аскорутин. Концентрат мускуса или концентрат бобровой струи мускуса
Что это такое, каким образом это применять? Я скажу вам, что применение экстракта бобровой струи имеет много описаний, которые имеются в интернете. Можно очень широко прочитать именно об этом препарате, но есть парадоксальные моменты применения этого препарата, и парадоксальные примеры звучат так. При заболеваниях опорно-двигательной системы, при заболеваниях, связанных с артрозами, а также с варикозным расширением вен, этот эффект имеет совершенно побочный эффект этого препарата в том, что он помогает при артрозах и заболеваниях вен. Так же, как наш препарат, который называется канцерамидин, то есть препарат, который делался для лечения или профилактики опухолевидных новообразований в теле, достаточно эффективно работает при заболеваниях варикозного расширения вен, артериосклерозов конечностей, а также при тяжелейших поражениях на фоне диабета стопы. И могу сказать, что он работает где-то даже лучше, чем наш препарат «Легкая походка», «Легка хода». Могу сказать, что данный препарат достаточно активен. Сейчас как раз во время бесконечных вирусных инфекций, ОРЗ, ОРВИ, такое большое количество людей начинают заболевать, что есть необходимость улучшать иммунитет. Так вот, препарат «Бобровая струя» и препарат «Мускус», вернее, препарат канцерамидин совместно очень улучшает иммунитет. Почему именно бобровая струя? Дело в том, что бобер – необыкновенное животное. В его рацион питания входит около 150 растений. Причем исключительно чистой местности, исключительно лекарственных растений. То есть это крапива, щавель, таволга, дягель. Там всевозможные растения, которые растут вдоль рек. И эти растения достаточно имеют ярко выраженную активность. Из-за того, что бобровая струя является еще и необычным препаратом, который стимулирует психическую деятельность и нервную активность, то очень часто этот препарат применяют при раздражительности, апатии, депрессивных эпизодах, во время усталости, общей физической, иммунной. Также рекомендуется препарат применять при ощущениях старения, то есть это ригидность мышечной мускулатуры, нежелание что-либо предпринимать или действовать, общей физической слабости. Рекомендую препарат экстракт мускуса. Мы его сделали еще более концентрированным. Несмотря на то, что данный препарат готовится как препарат с содержанием спирта, я рекомендую этот препарат принимать в чистом виде, по 1 чайной ложке, запивая просто водичкой. Я противник того, чтобы препарат добавляли в воду. Я думаю, что данный препарат необходимо принимать в небольшом количестве, рассасывая во рту, не заглатывая его сразу. На самом деле данный препарат «Мускус бобра» в старину славился и совершенно был закрыт для обычных людей, так как стоимость бобрового меха и бобрового мяса была во много раз ниже, чем стоимость самого мускуса. Ну, о мускусе все сказал. Второе. Мультивитаминный комплекс «Спрей для детей». Я очень давно хотел создать спрей для детей, который бы улучшал иммунитет ребенку, а также улучшал возможность поддержания ребенка во время его школьной программы или дошкольной программы. В этом спрее находятся все витамины D, а также витамин В6 и В12, а также серебро, медь. Очень улучшает качество зубов, уменьшает нервозность ребенка, повышает возможность сопротивляемости и иммунитета к вирусным инфекциям, а также дает ребенку возможность высыпаться. На вкус ярко выраженный апельсиново-лимонный вкус, немножечко сладковатый. Использовать достаточно в виде распыления в ротовую полость 2 раза в день. Очень удобно. Вот такого спрея хватает на 5 детей на использование его ежедневно на протяжении 5-6 месяцев.
Его здесь 100 грамм, и вся семья может пользоваться данным препаратом, в котором находятся практически все витамины, которые необходимы человеку для естественной жизни и хорошего самочувствия. Вы, наверное, уже знаете о том, что в нашей компании есть ряд спреев, и одни из самых покупаемых спреев – это артраминовый спрей. Я хочу вам напомнить, артраминовый спрей, который мы используем успешно для убирания заболеваний носоглотки, а также для убирания заболеваний, связанных с воспалением ротовой полости. Этот спрей, он делался специально не для этого, а для того, чтобы убирать межреберную невралгию. То есть данный спрей является спреем, который убирает у человека межреберную невралгию, а также заболевания позвоночника, а также любую боль, которая возникает в теле от растяжения, от ущемления нервной ткани, демиелинизации нервной ткани. А кто-нибудь мне может сказать сегодня, кто использовал его в этом качестве? Убирает ли он болевой синдром? Эффект потрясающий. Дело в том, что обыкновенная водичка, которая не имеет ни вкуса, ни запаха, убирает невралгию межреберную, которая практически не лечится ничем. Ну, там, мелоксикам назначают, диприлив. Убирается в несколько разбрызгиваний, даже не нужно, нет никакой необходимости наносить аппликацию. Считаю это одним из самых, наверное, удивительных препаратов и быстродействующих. Практически эффект практически мгновенный. Также рекомендую использовать при заболеваниях ушей, то есть можно на турундочку и в ушко ставить. Также его можно использовать при ишаасе на поясницу. Также можно использовать при воспалении тройничного лицевого нерва. Его можно и разбрызгивать, и прикладывать. Также прикладывать в виде компресса на шейный отдел и первые, вторые, третьи грудные позвонки, что будет убирать или купировать боли при поднятии руки, при шевелении пальцев, там, при треморе рук и так далее. Потрясающий препарат. Создан как ноу-хау, без аналогов на Бактосан – это препарат, который убирает все заболевания или все расстройства, которые связаны с бактериями кишечника. Как необходимо принимать данный препарат? Если вас пучит, если у вас вздувает, если постоянно язык белый, если во рту плохой запах, необходимо просто данный препарат брызгать себе в рот. Также в случае, если от человека исходит плохой запах и преспиранты не помогают, то я рекомендую данный препарат в виде спрея использовать в обувь, на ногу, под мышку, в рот, там, от всех мест, которые могут гипотетически пахнуть. Там находится такое вещество, которое препятствует появлению бактерий. И в случае, если не будет прикосновения там, грязными руками к этому месту, то это место перестает пахнуть на несколько, ну, там, на 12-24 часа. То есть, считаю, один из... Конечно, да, он убирает грибковую инвазию, а также убирает быстро делящиеся вирусы. Имудол. Спрей оральный на основе медвежьей желчи. Я забыл, сегодня забрал препарат, а Саша вчера одну баночку привез, диффуз. А как он у нас называется? Диффуз лика? Сейчас я вам не покажу, вчера я его продал, к сожалению. Это диффуз, который называется диффуз лиатон. Диффуз лиатон – это специальная жидкость масляная, в которой находится 14 ингредиентов, сделанных из ядовитых растений. Эти 14 ингредиентов, сделанных из ядовитых растений, это грубо сваренные в масле в специальной пропорции ядовитые растения, такие как белладонна, чистотел, чимерица и так далее. Чем этот препарат интересен? Если варить в масле специальные травы ядовитые, то все яды исчезают. И после этого остается только полезные вещества. И есть у нас препарат лиатон, который можно использовать как изотон, который имеет точно такое же функциональное действие и, возможно, действие синхронное или синергичное препарату изотон. То есть ярко выраженное противоопухолевое действие. Особенно, если опухоли кишечника или опухоли печени.
считаю, использовать ее, данный препарат, можно в случае, если есть опухолевидное новообразование. Также я рекомендую использовать препарат Имудол в случае лечения опухолевидных новообразований, так как в нем находится медвежья желчь, а как известно, медвежья желчь является тем веществом, которое очень эффективно избавляет человека от опухолевидных новообразований. Также могу сказать, что данный препарат выполнен в виде спрея. Принимать его необходимо перорально, улучшает общую иммунную систему, помогает человеку чувствовать себя более комфортно. Черничная паста с прополисом, она достаточно активная, жидкая. В случае, если у человека есть проблемы, которые связаны с офтальмологией, то есть плохо глаза видят, есть ревматоидные проблемы, есть проблемы плохого здоровья, используйте черничную пасту. О черничных пастах можно очень много почитать в интернете. Наша паста имеет высокую концентрацию, чернику мы используем только очищенную. При этом для того, чтобы черника это не портилась, не сбраживалась, мы используем в виде консерванта настоящий прополис, не в виде экстракта. То есть мы используем высушенный прополис, как-то мы там что-то с ним делаем, и после этого добавляем в эту чернику. Могу сказать, что препарат получился очень вкусный, он очень вкусный, очень красивый, окрашивает зубы, язык надолго, также очень улучшает иммунитет. Можно давать даже очень маленьким детям. Считаю, что один из самых лучших препаратов нашей компании. Могу сказать вам, что в Польше данный препарат является хитом продаж во время осенне-зимнего и весенне-летнего или зимне-весеннего сезона. Почему? Считается, что это лучшее средство при лечении ревматоидных артритов, а также при лечении всех заболеваний носоглотки, иммунной деятельности и так далее. Также улучшает зрение, улучшает иммунитет, очищает кровь, поднимает, улучшает концентрацию, лечение и профилактика заболеваний, инсульт, тромботизацию сосудов ног, то есть от всего. Можно сказать, что это препарат от всего. По столовой ложке его принимают 1 раз в день или по чайной ложке с водой 2 раза в день. Черника, считаю, одно из самых удивительных веществ. Противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиатерогенное средство, атеросклеротическое или противоатеросклеротическое. Также улучшает память, улучшает кровоснабжение глаз, убирает заболевания глаукомы, убирает заболевания близорукость. Одним словом, препарат, который можно использовать от всего. Я его очень рекомендую использовать как раз в этот период времени, а именно осенью. Норика – один из моих самых любимых препаратов, и могу сказать, что не безосновательно. Если вы ощущаете, что у вас упадок настроения, упадок сил, не хватает энергии, я рекомендую использовать данный препарат Норика. При лечении абсолютно всех заболеваний в этом препарате находятся наноаквахилотические пробиотики, такие как марганец, цинк, магний, молибден, железо и хром. Принимая этот препарат, вы принимаете еще его и с пилоидами. То есть это вещества, которые сделаны из торфа. Они имеют очень ярко выраженное иммуномодулирующее действие. Могу сказать, что данный препарат является препаратом, улучшающим иммунитет человеку, а также помогающий при таких заболеваниях, как дисбактериоз кишечника, заболевания почек. Я могу его условно назвать заменителем женьшеня. То есть, если у человека не хватает сил, у человека постоянно апатия, он чувствует постоянно слабость в своем теле, старение, то я рекомендую этот препарат использовать. Он очень эффективно поднимает и настроение, и улучшает концентрацию, улучшает самочувствие. Принимать этот препарат лучше в первой половине дня. Противопоказания к применению препарата – это инсульт, инфаркт, а также заболевания гипертонии, 2, 3 и 4 степени. Также, если у вас очень высокое давление, то я не рекомендую использовать данный препарат, потому что он может стимулировать сердце и в дальнейшем приводить к поддержке. Аллергия еще терзает, в основном по утрам, и теперь с соплями и к чиху прибавился зуд в горле, чешутся глаза.
Сильная аллергия на весь день была лишь пару раз за последние 2 месяца. Хороший прогресс. Скоро и это одолеем навсегда. Чтобы убрать аллергию, необходимо продолжить принимать препарат Аллергонорм совместно с применением препарата кальций с черникой. По 2 таблетки 2 раза в день. Лилия Килхан. У мамы усталость, повышенное давление, головокружение, шум в ушах, ухудшение памяти и слуха. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь из ваших препаратов. Ну, когда у мамы усталость появляется, то первое, на что необходимо обратить внимание, это на деятельность почек. Потому что обычно усталость — это первые признаки формирующихся заболеваний почечной недостаточности. Чем можно активизировать работу почек у мамы? Вообще уже говорил ранее, что любая усталость, даже на фоне повышенного давления, это плохая функциональная деятельность почек. Почки не справляются, кровь становится токсичной, и у человека появляется вот такое ощущение обширного отравления. И что необходимо делать? Начать принимать препараты. Орализ, манкулит, терпентин по 1 чайной ложке на стакан воды, ренокс и ренфека. Ренфека 5 капсул, они шариками, это такие масляные препараты, 2 раза в день. А ренокс по 2 таблетки 3 раза в день. Еще хорошо подагрин и депосал, тоже по 1 таблетке 3 раза в день. От шума в ушах. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодняшний наш разговор будет посвящен самым распространенным осенним болезням и методам их избежания. Я решил для этого использовать статью, которую я взял из интернет-ресурса сегодня.ua. Итак, самые распространенные осенние болезни, как избежать их. Осень – время эпидемий, простуд и обострений хронических болезней. Берегите себя. Итак, грипп. Большинство серьезных эпидемий гриппов приходится именно на осенний период. Чтобы не заразиться, необходимо избегать большого скопления людей, а также строго соблюдать личную гигиену, стимулировать иммунитет. Если же вы все-таки не смогли уберечься от заболеваний, не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачу. Я же хочу вам сказать, что существует препарат, который мгновенно, практически за 10 или 15 минут купирует заболевания гриппа, заболевания вирусных инфекций. Вы можете мне не верить, но достаточно 1 раз, как говорится, попробовать использовать данный препарат. Вы убедитесь во всей его широте или спектре влияния. Это БАД нашей компании, который называется трибетин. Он сделан из 3 компонентов. Это березовые почки, кора березы или экстракт коры березы и бетулин, вещество, которое называется пигментом белой березы. Правильно подобранная дозировка, нецитотоксичная дозировка данного препарата помогает практически мгновенно избавиться от симптомов острого вирусного заболевания, герпетического заболевания, практически мгновенно купирует все признаки гриппа. То есть если начинаете чихать или кашлять, если у вас уже появились сопли и заболело горло, если вы чувствуете головокружение, общее недомогание, тошноту, я очень рекомендую использовать данный препарат как скорую помощь. Он мгновенно и очень быстро купирует все проявляющиеся типы острой вирусной инфекции и практически мгновенно это все устраняет. Простуды и лор-заболевания. Часто в осенний период наш иммунитет настолько ослаблен, что не в состоянии дать должный отпор бактериям, вирусам и даже обычному переохлаждению. В результате нас начинают беспокоить разнообразные сезонные заболевания. ОРЗ, ангина, фарингит, бронхит, ларингит, трахеит. Чтобы помочь организму, постепенно укрепляйте иммунитет закаливанием, принимайте витамины, измените рацион питания. Что же я хочу вам посоветовать? Для того, чтобы устранить такие заболевания, как ОРЗ, ангина, фарингит, бронхит, я рекомендую использовать ряд препаратов. Устранить заболевание носоглотки поможет мазь Насия. Я раньше о ней уже очень подробно рассказывал. Достаточно смазывать внутренние поверхности носа. Использование эмбрионазина спрея для орошения носоглотки, орошения носовых пазух и горла помогает избавиться или устранить ангину, практически мгновенно купирует фарингит. Ингаляции с канцеромидином, ингаляции с серебром, ингаляции с лангином,
позволяют очень быстро, практически мгновенно купировать и устранить заболевания бронхит, ларингит, трахеит. Также я очень рекомендую использовать маточное молочко, сурактам, иммунофит, иммуногрант, как препараты, которые эффективно стимулируют и формируют иммунитет человека, которые помогут нам в этот сложный период провести профилактику и не довести до лечения таких заболеваний, как простуда и лор-заболевания. Также именно осенью сейчас появляется заболевание цистита. Переохлаждение, которое появляется в это время, способствует тому, чтобы у человека появлялись заболевания цистит, выражается в очень ярко выраженных резях в нижней части живота, обычно сопровождается кратковременным, но частым мочеиспусканием, возможно поднятие температуры. Чтобы избежать данного заболевания, рекомендую не ходить босиком по плитке, одевать теплое нижнее белье. Также очень рекомендую использовать мои препараты, это Цистонорм. Очень зарекомендовал себя в борьбе с циститом препарат, который называется Ринокс, Ревилака, Уралис Манкулит, а также очень эффективен это препарат Бактамакс. Это препарат, в составе которого находится нитрат серебра, а также нитрат аскорбиновой кислоты. Очень эффективные пробиотики, которые практически мгновенно купируют воспалительные процессы в мочевом пузыре и в почках. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 56 лет, диагноз ревматоидный артрит и гепатит. По вечерам чешется тело. Когда тело чешется, это говорит о проблемах печени. Ночью сухость во рту, тоже проблемы печени. Принимал АТФ 7 месяцев, но очень прошу вас подобрать мне правильный курс. На данный момент принимаю сурактам, иммуногрант, кальций. Не нужны эти препараты. Итак, как лечить ревматоидный артрит? Начать необходимо с микроклизм. Каким образом их готовить? Берете 1 стакан воды и добавляете четверть чайной ложки перекиси водорода 3%. После чего берете микроклизму и утром и вечером вводите микроклизму ректально. На этом фоне начинаете принимать препараты Гемартан. Принимайте его следующим образом. Первый день 6 таблеток на ночь. Второй день по 2 таблетки 3 раза в день. Принимать необходимо 1 месяц. Дальше Ревилака. Принимайте по 6 таблеток, это маленькие шарики, 2 раза в день. Следующий препарат Уролис Манкулит. Принимайте по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. R3-Dix. Принимаете по 2 таблетки 3 раза в день. Смазываете суставы, где происходит боль, мазью Габана. Джов Гара. Добрый день, Андрей Андреевич. Я просто в восхищении от ваших знаний. Спасибо. И вашей продукции. Подскажите, что делать, если выпадают волосы, совсем поредели. Очень рекомендую использовать мускус или экстракт мускуса, который есть в нашей компании. Также очень рекомендую использовать свечи, не свечи, а ампулы трихопотенциалиум. Они действительно очень эффективны в ходе лечения общей аллопеции или выпадения волос. Очень рекомендую использовать данный препарат, как у нас называется, легкокоса или как он называется? Гарнокоса. Это препарат, который препятствует выпадению волос. Давайте еще раз я их перечислю. Итак, спрей трихопотенциалиум или ампулы для волос трихопотенциалиум. Брызгать на волосы. Принимать мускус экстракт по 1 чайной ложке 3 раза в день. Также экстракт мускуса использовать как добавку к вашим шампуням, которые вы ежедневно проводите уход за своими волосами. Мыть этим шампунем, в который добавлен этот мускус. Рассчитать необходимо так. 50 граммов мускуса на пол-литра шампуня. Взболтать или смешать, и после чего использовать для постоянного ухода за волосами. А также препарат Гарнокоса. Использовать его по 2 таблетки, 3 и можно даже 4 раза. Добрый день, Андрей Андреевич. Плохо функционирует печень. Печень увеличена. Есть пигментные пятна на кистях рук. А мне 42 года. Еще плохо функционирует. Почки. Есть отеки рук и ног.
дискинезия желчевыводящих путей, раздражительность, бессонница. Помогите, пожалуйста. Начните принимать лиатон, 1 чайная ложка 2 раза в день. Препарат ликолила по 5 шариков 3 раза в день. Тантал и битулин. Будете принимать это 1 месяц. Очень заметно улучшится состояние и почек, и отеки исчезнут, и общее состояние будет лучше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Посоветуйте, у мужа часто повышается артериальное давление. Что ему попить? Начинайте лечить ему почки. Как я раньше говорил еще в 2008 году, я очень часто говорил об артериальном давлении как бы с позиции мужского артериального давления и женского. Практически всегда, в большинстве своем у мужчин артериальное давление является следствием плохой деятельности или нарушением деятельности почек и, как правило, предстательной железы. Если мужчине больше 40 лет, а, как правило, артериальное давление, сопутствующее заболеваний возраста или возрастных изменений, то больше всего у мужчины с возрастом изменяется все-таки предстательная железа. То есть перестает правильно формироваться и выделяться тестостерон, появляется заболевание простатита, в дальнейшем появляется, возможно, аденома предстательной железы. Для мужчин многих это происходит бессимптомно, даже без всяких ощущений, просто появляется давление. И применение препаратов антигипертензивных не помогает человеку и в большинстве случаев не уменьшает давление. Потом человек становится просто постоянным потребителем препаратов от артериального давления, снижающих артериальное давление. В моем случае, вернее в вашем случае, я бы мог сказать о том, что вам, скорее всего, помогут препараты комплексного лечения предстательной железы одновременно с функциональной деятельностью почек. Это препараты Депосалт, Подагрин, Ренокс, Ревилака. По 1 таблетке 2 раза в день. Препарат Аденамид и R-модулятор по 1 таблетке 3 раза в день. Можно также принимать препарат Трибулус. По 1 таблетке можно тоже 2 раза в день. В данном препарате находится экстракт трибулуса. Как ни странно, экстракт трибулуса на мужчин и женщин влияет по-разному. У женщин данный экстракт стимулирует выделение эстрадиолов и прогестеронов, нормализирует состояние гормональной панели половых гормонов, а у мужчин восстанавливает выделение тестостерона. Именно поэтому данный препарат зарекомендовал себя в ходе применения в спортивном питании. Но я бы хотел вам сказать, что по изучению немецких институтов физиологических и медицинских, по методам изучения влияния данного препарата на огромное количество не спортсменов, а обычных больных, можно уверенно на сегодняшний день сказать, что данный препарат зарекомендовал себя как один из самых эффективных препаратов при лечении любых урологических заболеваний и гинекологических. Вчера буквально разговаривал с человеком одним, и такой вот был разговор, который касался вакцин. То есть человек говорит, нам необходимы вакцины, необходимо обязательно вакцинировать людей, необходимо обязательно что-то делать с этим всем и так далее. И говорит мне, необходимо думать о том, как побеждать болезни, необходимо находить какие-то решения и так далее. И я ему задал вопрос такой, немножечко его обескураживший. Он заключался вот в чем. Я ему говорю, вы никогда не задумывались о том, что заболевания можно лечить, предупреждая данные заболевания, используя улучшение своего персонального иммунитета? Я ему говорю, вы понимаете, есть же люди такие, которые не заболевают коронавирусом, не болеют гриппом, не болеют какими-либо заболеваниями. И такие же люди есть. Он говорит, да, такие люди есть. Я говорю, ну вот эти люди, скорее всего, каким-то образом имеют более выраженный иммунитет, а те люди, которые начинают заболевать, у них есть иммунный дефицит. Именно поэтому БАДы или именно поэтому определенные пищевые добавки или добавки к пище могут помочь человеку не заболеть в дальнейшем. Это, конечно же, на первое место можно поставить ингаляции. То есть это ингаляции серебро Германии,
эмбриональные клетки, это препарат Эмбрио Плюс, это, конечно же, употребление пищи с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, это красный перец, это, конечно же, лимоны, это, конечно же, посещение горячих душей, горячих бассейнов, это использование соли, так как соль ощелачивает лимфатическую систему, а лимфатическая система это, собственно говоря, и является нашими клетками нашего иммунитета, иммуноглобулинов. Добрый день, Андрей Андреевич, и всем присутствуем. Внезапная острая боль с левой стороны головы с периодичностью 30-40 минут. Страдаю вегетососудистой дистонией. Периодические головные боли. Я рекомендую использовать препарат Дитарекс по 2 таблетки 3-4 раза в день. Гваргин по 2 таблетки 3-4 раза в день. Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. А также миграфит по 2 таблетки 3 раза в день. Также для того, чтобы улучшить состояние сосудов, особенно в височной области, рекомендую использовать Морбус Стоп по 2 таблетки тоже 3 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о жгучем стручковом перце. Очень люблю его везде и добавляю. Все ОРЗ, подобные простудные заболевания лечу перцовкой. Покупаю Немиров с перцем, заставляю себя выпить. Это реклама Немирова. Лечит лучше любых лекарств, убедилась на опыте не один раз. Сухой кашель бывает мучает месяцы, не помогает лекарства. А начинаю пить перцовку и сразу начинает отходить мокрота и кашель потихоньку проходит. Почему так? Все дело связано вот с чем. Оказывается, в красном перце находится самое большое количество аскорбиновой кислоты. И когда она растворяется в спиртах, то она имеет очень быстрое воздействие на организм человека. Также сами по себе спирты являются мощнейшими антисептиками. Именно поэтому антисептик плюс аскорбиновая кислота получается вот такой универсальный препарат. Но не стоит забывать о том, что существуют простудные заболевания, существуют вирусные заболевания. Простудные и вирусные заболевания, они между собой отличаются. Как показал последний период нашей жизни, такие препараты, как противовирусные препараты, не показали свою состоятельность в ходе борьбы с определенными противовирусными заболеваниями. И, как правило, нам ничего не приходится делать, как начинать лечение уже с того, чтобы спасать внутренние органы от последствий отягощения перенесенного вирусного заболевания. Именно поэтому я склонен к тому, чтобы при появлении определенных вирусных заболеваний необходимо начинать сразу принимать антибиотики. Так как количество людей, которые болеют вирусными заболеваниями, увеличивается, и противовирусные препараты не показывают своего эффективного воздействия на организм человека, я считаю лечение такими препаратами совершенно бессмысленным и считаю, что необходимо начинать как раз с антибиотиков. Поэтому, если вы начинаете чувствовать потерю запаха или вкуса, начинаете ощущать головные боли, начинаете ощущать общую слабость, то вам нет необходимости начинать с водки из перца. А есть необходимость начинать все же с аугментина или цефтриаксона или левофлоксацина, так как назначит вам врач. Со своей стороны хочу вам сказать, что да, действительно, одно из лучших средств, которое может улучшить иммунитет и убрать следствие простудного заболевания, это, конечно же, водка с перцем. Но тоже есть побочные эффекты. Некоторым людям это не подходит, так как эти люди не пьют алкоголь. Второе, людям не подходит, у которых есть повышенная кислотность желудка. Людям не подходит, у которых есть климактерический период, потому что это может активизировать появление побочных эффектов, похожих на эффекты таких тяжелых приливов. Не подходит людям, у которых есть панические атаки, депрессивные расстройства, обсессивные расстройства. Именно поэтому нельзя всем посоветовать. Ну а в общем-то некоторым можно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о жгучем стручковом перце. Очень люблю его везде и добавляю. Все ОРЗ, подобные простудные заболевания лечу перцовкой. Покупаю Немиров с перцем, заставляю себя выпить. Это реклама Немирова.
Лечит лучше любых лекарств, убедилась на опыте не один раз. Сухой кашель бывает мучает месяцы, не помогает лекарства. А начинаю пить перцовку и сразу начинает отходить мокрота, и кашель потихоньку проходит. Почему так? Все дело связано вот с чем. Оказывается, в красном перце находится самое большое количество аскорбиновой кислоты. И когда она растворяется в спиртах, то она имеет очень быстрое воздействие на организм человека. Также сами по себе спирты являются мощнейшими антисептиками. Именно поэтому антисептик плюс аскорбиновая кислота получается вот такой универсальный препарат. Но не стоит забывать о том, что существуют простудные заболевания, существуют вирусные заболевания. Простудные и вирусные заболевания, они между собой отличаются. Как показал последний период нашей жизни, такие препараты, как противовирусные препараты, не показали свою состоятельность в ходе борьбы с определенными противовирусными заболеваниями. И, как правило, нам ничего не приходится делать, как начинать лечение уже с того, чтобы спасать внутренние органы от последствий отягощения перенесенного вирусного заболевания. Именно поэтому я склонен к тому, чтобы при появлении определенных вирусных заболеваний необходимо начинать сразу принимать антибиотики. Так как количество людей, которые болеют вирусными заболеваниями, увеличивается, и противовирусные препараты не показывают своего эффективного воздействия на организм человека, я считаю лечение такими препаратами совершенно бессмысленным и считаю, что необходимо начинать как раз с антибиотиков. Поэтому, если вы начинаете чувствовать потерю запаха или вкуса, начинаете ощущать головные боли, начинаете ощущать общую слабость, то вам нет необходимости начинать с водки из перца. А есть необходимость начинать все же с аугментина или цефтриаксона или левофлоксацина, так как назначит вам врач. Со своей стороны хочу вам сказать, что да, действительно, одно из лучших средств, которое может улучшить иммунитет и убрать следствие простудного заболевания, это, конечно же, водка с перцем. Но тоже есть побочные эффекты. Некоторым людям это не подходит, так как эти люди не пьют алкоголь. Второе, людям не подходит, у которых есть повышенная кислотность желудка. Людям не подходит, у которых есть климактерический период, потому что это может активизировать появление побочных эффектов, похожих на эффекты таких тяжелых приливов. Не подходит людям, у которых есть панические атаки, депрессивные расстройства, обсессивные расстройства. Именно поэтому нельзя всем посоветовать. Ну а в общем-то некоторым можно. Здравствуйте. Скажите, несмотря на ограничения в питании, всегда ощущение тяжести и вздутия в желудке. Чем можно помочь себе? Спасибо. Любая тяжесть и вздутие в желудке является следствием высокой кислотности в желудочно-кишечном тракте. Это, скорее всего, может привести вас к прогнозируемому появлению язвенного заболевания желудка или, может быть, даже уже существующему язвенному заболеванию двенадцатиперстной кишки, так как иногда, причем очень часто, заболевание язвы двенадцатиперстной кишки может проходить бессимптомно. И как раз и проявляется в том, что у человека появляется тяжесть, вздутие в желудке. Также и тяжесть и вздутие в желудке может проистекать на фоне панкреатита. Панкреатит, как правило, возникает в том случае, если человек является любителем сладостей, так как любители сладости очень снижают выделение поджелудочной железой ферментов, и в дальнейшем это может привести к появлению панкреатита. Что необходимо делать? Первое, необходимо полностью устранить возможность употребления сладкой пищи в любом количестве, перейти на такое питание, где не будет пищи сладкой на вкус, никакой. Второе, начать принимать препараты, которые могут активировать поджелудочную железу. Первый препарат — это панкрисорб.
Второе, убрать все-таки газы, если они вас беспокоят. Это препарат Метеофан. Принимать его необходимо по одной таблетке 3 раза в день. Снизить кислотность желудочно-кишечного тракта поможет препарат Каолин. Принимать его необходимо по 1 чайной ложке на стакан воды 1 или 2 раза в день. Можно пол чайной ложки на стакан воды. Также пропить здоровый желудок. И всегда помнить о том, что посещение врача-гастроэнтеролога в случае появления вот таких проблем с пищеварением является очень важным. Почему? Очень важно определить, от чего необходимо лечиться, а не начинать лечить все сразу, так как лечение всего сразу может привести к побочным эффектам или к появлению вторичных заболеваний. Также не торопиться принимать все абсолютно назначения, которые назначает доктор, а внимательно прочитать аннотацию, для того, чтобы понимать, что вы все-таки лечите, так как очень часто врач может назначить 3 разных препарата с одним действующим веществом, которые могут на самом деле иметь огромное количество побочных эффектов, и той терапии, которую вы могли бы получить, вы не получите. Моей племяннице проблема с мочевым пузырем. Частое мочеиспускание. Врачи даже диагноз не могут поставить, кучу анализов сдавала. Последний раз выписывали препарат от Энуреза. Я посоветовать могу вам препарат Энуретин и Ренокс. Принимайте по 2 таблетки этого препарата 3 раза в день. Уже 1000 людей, которые принимали данные препараты, избавились от вот такой проблемы, о которой вы говорите. Не имеет значения, с чем это связано, и ирвецикальным каналом, или это связано с мочевым пузырем, с чем угодно, это все убирается. Дать вам некоторые рекомендации по универсальному методу очищения и восстановления здоровья. Я бы назвал его «Начните жить с чистого листа». Каждый год я обязательно даю какие-нибудь методы интенсивной интоксикации, какой-нибудь метод очищения организма и восстановления здоровья. Сегодня я хочу вам предложить некий лаваш, только я его назвал лаважем Дуйко. Каким образом его готовить, я сейчас расскажу, что он вам даст. Прилив сил, повышение работоспособности, улучшение сна, настроения, ощущение, что вы помолодели на 3-4 день приема. Но действие его будет как метод выведения из организма токсинов, улучшение общего гомеостаза крови. Вам не придется... Очень эффективно это работает. Я попробовал попринимать вот такое вещество, я сегодня о нем расскажу. Такой своего рода уникальный метод восстановления организма. Он устранит и дисбактериоз, прилив силы, бодрость, цвет, эластичность кожи, нормализует сон, повысит косметические процедуры и операции, укрепит структуру волос и ногтей, повысит иммунитет, улучшит либидо, исчезнет предменструальный синдром, восстановит физиологические менструальные циклы и так далее. Очень рекомендую его принимать, вот такой лаваш Дуйко, после приема антибиотиков, жирового ожирения, пищевого отравления, стрессов и так далее. Ну и мои рекомендации. Запор, самый тяжелый, я думаю, что можно убрать на протяжении 4-8 дней. Диарея за 4-6 вот таких процедур. Аллергические заболевания где-то за 6 процедур. Алкогольные, похмельные синдромы, 2-3 процедуры. Дисбактериозы 6 процедур. Ну и так далее. Угри, фурункулезы, рожистые воспаления, бессонницы, мигрени, частые простудные заболевания, сахарный диабет, хронический бронхит и так далее. Я считаю, что все это можно устранить, используя мой метод, который я назвал лаважем Дуйко. И давайте я сегодня расскажу, что вам для этого потребуется. Вам для этого потребуется 5 литров воды. На 5 литров воды вам необходимо добавить, можно меньше, можно 4 литра 200 грамм, 4 литра 300 грамм.
Возьмите большую банку вот такую. На такую большую банку добавьте 1 столовая ложка препарата антитокс, 1 столовая ложка препарата манкулит, 1 столовая ложка препарата цитрокальцимин с витамином D, 1 столовая ложка магнумцит 300, 1 столовая ложка каолина и 1 столовая ложка ЕМА. В чем смысл? Цитрат калия, цитрат кальция находится в манкулите, заставит почки более интенсивно работать. Цитрокальцимин с витамином D или цитрат кальция быстро приведет к улучшению состояния при аллергии, аллергическом отеке, заставит работать почки. Магнумцит 300 или цитрат магния уберет спазм и расширение крупных сосудов и уберет спазм мелких сосудов, фактически улучшит общее давление. Каолин, оксид кремния и оксид алюминия будет выполнять сорбирующую функцию, так же как и энтеросорбент антитокс. ЕМА — это наш препарат этилдиамин тетрауксусная кислота, объединится и выведет тяжелые металлы, радиацию, токсины, холестерин. В случае, если у вас есть сахарный диабет, добавьте к этому всему еще 1 столовую ложку гликоцитрохромина. Итак, рекомендации мои. На 5 литров воды возьмите 1 столовая ложка манкулита, 1 столовая ложка цитрата кальция, он называется этот препарат цитокальцимин с витамином D, цитрокальцимин с витамином D. Магнумцит 300 1 столовая ложка, каолин 1 столовая ложка, антитокс 1 столовая ложка, ЕМА 1 столовая ложка и гликоцитрохромин 1 столовая ложка. Таким образом, натрий, калий, кальций, магний, сорбенты оксида кремния, оксида алюминия и энтеросорбент антитокс совместно с веществом этилмеламид тетрауксусная кислота, который поможет вывести холестерин, билирубин, радиацию, токсины. В случае, если есть ожирение или сахарный диабет, дополнительно к этому всему гликоцитрохромин 1 столовая ложка. Принимать натощак 1 стакан, тщательно взбалтывая такую банку, выпивая по 1 стакану 3 или даже 4 раза в день, желательно за 1 час до еды, что сразу же вы начнете ощущать: увеличение мочеиспускания, снижение давления, улучшение функции кишечника, появление настроения. Ну, в общем-то, очень хорошие состояния. Первый день небольшое может быть головокружение, вызванное таким высоким токсическим сбросом в пищеварительный тракт. В случае, если появляются запоры, рекомендую выпить небольшое количество магнезии. В случае, если диарея, рекомендую выпить препарат. Такой есть препарат, в магазине продается, пепсин называется, для сбраживания молока на кончике ножа 2-3 раза в день. Кстати, одно из самых лучших средств, я рекомендую как одно из самых лучших средств, которое может устранить диарею и убрать такие вот тяжелые формы. У дочери 19 лет, полип в матке и киста в яичнике. Врач говорит убирать операбельно, может вылечить чем-то СТФ. Когда у человека появляется полип, это первый... Проходи так, все в порядке, проходи, да, все нормально. Когда у человека появляется полип, это говорит о том, что у человека есть папилломавирус. А папилломавирус — это заболевание герпеса. Именно поэтому полипы необходимо лечить как герпевирусное заболевание. Какими препаратами? Первый препарат называется ГВИ, по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат называется... почему у девочек это появляется? Обычно это появляется на фоне худобы, а также чрезмерной худобы и нежелания поправляться, астения. Снижается гемоглобин, снижается иммунитет, женщина все время старается быть более худой, чем ее сверстницы, что и приводит к дальнейшему появлению именно этих заболеваний. Женщины, склонные к бесконечному похудению, рано или поздно сталкиваются с проблемами герпеса. Это как бы является основой появления папиллом, основой появления полипов. Лечение должно быть германий, 1 чайная ложка 3 раза в день.
Также можно ставить тампоны с германием вагинально. Далее, там эндометриоз тоже, это просто полип матки, киста в яичнике. Далее препарат Поставит, чтобы снизить, чтобы улучшить состояние психической деятельности. Магнумцит. Далее снижать кислотность желудочно-кишечного тракта. Снижать ее необходимо препаратом и панкрисорб, и здоровый желудок, и каолин. Ну и накладывать салфетки с уксусом на верхнюю часть, в нижнюю часть живота, для того, чтобы убрать вот такую проблему. Ну и пропить женские препараты. Первый препарат — это, конечно, Тест-Стоп, который уберет высокое количество тестостерона. Второй препарат Матрикс Норм. И третий препарат «Женское здоровье». По одной таблетке 2 раза в день. Можно ли справиться и может ли уйти вот такой полип? Неоднократно было такое, что, применяя препарат от герпеса, полип убирался. И киста в яичнике тоже. Будет худеть дальше, кисты будут появляться больше. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, мальчику из близнецов нашей однокурсницы 10 лет, мама слабослышащая, отложили операцию на 22 декабря. Эндоскопическая шейверная андотонзиллотомия, тонзиллотомия под наркозом. Можно ли обойтись без операции, если пропить курс лечения препаратами тибетской формулы? Какие препараты можно пропить при операции, до операции? Скажите, пожалуйста. Дело в том, что очень не хотелось бы делать из ребенка в данном моменте, делать из ребенка инвалида. Дело в том, что операция, которая ему будет производиться, скорее всего, вызвана уже критическим состоянием носоглотки. И считаю, что срочно необходимо устранять аденоиды, которые, видимо, ему ставят. Я считаю, что операцию все-таки ему придется пройти. А вот после этого, для того, чтобы не было обострений, принимать уже мои препараты. Какие препараты? Считаю, что ему необходимо пройти курс лечения германием, так как его заболевание, скорее всего, вызвано вирусом, скорее всего, Эпштейна-Барра. Препарат Германии, ГВИ, эмбрионазин спрей. Это то, чем необходимо пользоваться в ходе лечения его после оперативного вот такого вмешательства. Можно попробовать эмбрионазином поделать не ингаляции, а использовать эмбрионазин спрей хотя бы 1-2 недели, после чего посмотреть, есть ли изменения, если нет, переходить к операции. Уважаемый Андрей Андреевич, что бы вы посоветовали при грудном остеохондрозе? У мамы очень сильные боли в груди. Сейчас началась зима. А зима — это время, когда появляются остеохондрозы, ишиасы. Как можно избавиться от данных заболеваний и с чем это связано? Как правило, это связано с нейротоксинами, которые появляются на фоне увеличения аммиака, который, как правило, связан с какими-либо желудочно-кишечными заболеваниями, с дисбактериозом, с неправильной работой поджелудочной железы, с неправильным отходом желчи и так далее. В этом всем может помочь очистительная программа. Я о ней уже говорил в самом начале, в самом начале зимы я проводил вебинар, который назывался «Как справиться с аммиаком», и где я рассказывал о составе каолин антитокс и лангин, или каолин антитокс и серебро, которое я рекомендовал пить, как бы очищая кишечник. Сегодня я бы мог вам еще порекомендовать попринимать L-орнитин. Это вещество, которое продается как пищевая добавка в любой аптеке, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане. Данный препарат очень несложно приобрести. Данный препарат — это препарат, который производит детоксикацию организма, как раз направленный в сторону депонирования и выведения аммиака из крови, что в дальнейшем улучшает состояние и пищеварительного тракта, функциональной деятельности печени, функциональной деятельности коры головного мозга, улучшение зрения и слуха, ну и как следствие этого всего улучшение работы опорно-двигательной системы, и, как правило, в зимнее время это улучшает состояние
устраняя остеохондрозы, устраняя, убирая ишиасы, заболевания позвоночника. Хочу еще раз напомнить вам о существовании препарата, который называется Вертебрализ. Данный препарат я рекомендую принимать при заболеваниях позвоночника, при заболеваниях ишиас, остеохондроз, любого отдела позвоночника. Рекомендую его принимать совместно, используя препарат вертебрализовая мазь. В случае, если вызывается какие-либо нарушения если появляются какие-либо нарушения опорно-двигательной системы, допустим, гоноартроз, воспаление суставной сумки, не артритного происхождения, а подагрического, я рекомендую мазь Бишофит или бишофитовый гель, который продается у нас на сайте, и прием препаратов Депосалт, который убирает солевой диатез, прием препарата Подагрин, или он по-другому сейчас называется у нас, так и называется Подагрин, прием препарата Урализ и Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз или 2 раза в день, что уберет у вас появление подагры, появление отложение солей, устранение солевого диатеза. У дочки было кровотечение из носа, а сейчас корочки кровавые в носу. Как ей помочь? Носовые кровотечения устраняются. И что это такое и о чем это говорит? Носовые кровотечения — это высокое количество аммиака в крови. Высокое количество аммиака в крови — это дисбактериоз, это заболевания печени, которые могут приводить к энцефалопатии, что фактически вызывает заболевания спазм сосудов, коронарных, спазм сосудов, вегетососудистой системы, что и приводит вот к таким приступам вегетососудистой системы и в дальнейшем может привести даже к появлению мигрени видных форм заболеваний, головных болей и так далее. Как с этим бороться и что необходимо делать? Итак, на первое место нужно поставить пищеварительный тракт. Необходимо принимать препарат Бактомакс по 1 таблетке 2 раза в день. Второе, лечить печень. Как ни странно, для ребенка носовые кровотечения говорят о том, что появляется или формируется, возможно, энцефалопатия. Уменьшить употребление сладкого, применять препарат Тантал и Гепофит по 1 таблетке 2 раза в день. Давать препарат Диторекс по 1 таблетке 2 раза в день. Если все 3 препарата давать, Бактомакс, Тантал, Гепофит, ну и можно Диторекс. Если 4 препарата давать по 1 таблетке 2 раза в день, всего лишь 1 месяц, вот таких проявлений носовых кровотечений у ребенка больше не будет. Какое-то время можно ли без препаратов справиться? Можно. Устраните или уберите из рациона питания на 1-2 месяца сладкие продукты, совершенно уберите. Увеличьте употребление кальция содержащих продуктов питания, кисломолочных продуктов, молоко с медом на ночь, обязательно супы, обязательно из препаратов можно принимать в это время каолин с антитоксом по 1 чайной ложке на литр воды, вот по 1 стаканчику давать 1 или 2 раза в день. Народный способ устранения кровотечений заключается в ношении ключика. Берется замок, из этого замка достается ключ, этот ключ одевается на веревочку и как брелок, как подвес вернее, после чего ключ разворачивается так, чтобы он находился между лопатками на спине, и человек носит такой ключ на протяжении 1-5-10 недель. После чего ключ выбрасывается в любое место, ничего не произносится. Обычно этого достаточно, чтобы носовые кровотечения на протяжении жизни больше никогда